Друзья, привет! Ну, вообще не планировал съемки делать по этому цилиндру. Это цилиндр от шоссейно-кольцевого Минска 3227, который сейчас очень часто мелькают в продаже. Где-то выгребли их с остатков заводских в Минске. И вот такой цилиндр мне прислал парень, попросил, чтобы я поставил ему лепестковый клапан, сделал дополнительный 5-й канал. Я все сделал, но в одном месте здесь вскрылась усадочная трещина, прям конкретная трещина. Я ее проверил, она свистит, напылили. Хотел сделать образцово-показательный ремонт, когда не варится цилиндр, а напыляется алюминием. Но в результате вот сейчас, после того, как уже все напылили, я заново все обработал, стал еще раз опрессовывать. И вот здесь дальше уже, вот в этой стороне, тоже идут пузыри. То есть, видимо, металл так плохо пролился, и усадочные трещины дали вот такую вот пористость металла. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот здесь я закрутил болт, заткнул бумагой, чтобы канал у нас не продувался насквозь. Здесь тоже резьбу закрыл. Сюда просто вставляю пистолет. Сопливлю тут соплями все. И дую воздух. Должно быть видно, что пузырится все. Ой, ой. Так еще лучше пузырится. Вообще везде. Это караул какой-то. Теперь еще интереснее. Мажу сейчас вот здесь все. Еще раз. И показываю, что получается. Даже вот здесь где-то пузыри идут. Во, вот тут. Обалдеть. Короче, вся вот эта площадка, она вся надувается пузырями. И даже вот тут, вот внутри в канале, все надувается пузырями. Обалдеть. А это вторая сторона, которая у нас была без повреждений. Посмотрите, какой алис. И тут все свистит. Но самое интересное, смотрите, здесь. Здесь он пузыри надуваются. А здесь-то они откуда, а? Итак, ребята, по этому цилиндру приняли решение попытаться все-таки его восстановить. Я вытащил отсюда гильзу, чтобы было удобнее напылять, потому что, чтобы сейчас вернуть его к жизни, нужно все каналы, все, что относится к впуску,
напылить алюминием, чтобы исключить подсос воздуха. Но я сейчас еще что сделаю? Я сейчас попытаюсь еще раз опрессовать, чтобы посмотреть, нет ли вот здесь в продувочных каналах подсоса воздуха. Я не проверю, конечно, сейчас полностью весь цилиндр, хотя это тоже можно сделать. Но для этого нужно сейчас больше всяких манипуляций, весь его герметизировать. Но я надеюсь, что это только вот здесь, потому что усадочные раковины видны только со стороны спуска. В остальных местах их не видать. Одно из мест, где у нас выходил воздух, это вот здесь вот по гильзе, я вам показывал. И смотрите, вот здесь вот есть как раз таки раковинка в литье. То есть расточили, эта пора вскрылась. То есть очень вероятно, что отсюда пойдет воздух. Сейчас будем опрессовывать, обязательно этот момент посмотрим. Вот здесь у нас тоже хорошо видно пору, прямо между каналами. Вот эти места будем уделять им особое внимание. Отверстие я закрутил болтами, чтобы отсюда не выходил воздух. Даже специально взял еще вот здесь вот на фум-ленту закрутил. И будем сейчас проверять вот эту площадку и соединение с продувочными каналами, чтобы воздух не шел под гильзу. Так, теперь самый главный тест в воде. Попробуем сначала, посмотрим саму площадку, что она нам покажет. Вот тут пузырится еще из-под болта, там я бумажками заткнул, естественно, оно оттуда идет. Большие пузыри, а вот здесь вот малые пузыри, видно, идут вот отсюда вот. Вот здесь, смотрите, сейчас будет пузырь. Ага, фиг так не видно ничего. Ну вот он надулся. Прямо из-под гильзы. И идет еще вот здесь со всех щелей. Так, плохо. Вот тут у нас где-то пузырь надулся. Да, честно скажу, непонятно. Сейчас запылишь, потом окажется, что в другом месте где-то еще выходит. Ну, не знаю, посмотрим. В продувке вроде пузырей нету. А там поглядим. Главное, вот даже, кстати, вот с этой порой идет. Обалдеть. Ну, как так, а? Со всех щелей, короче, все понятно. Ну все, ребят, цилиндрик готов. Его напылили. Теперь давайте рассмотрим все это дело поближе. Задачу напылителю я поставил такую, чтобы он, во-первых, запылил вот здесь, где были остатки отверстий. Запылил все слоем как минимум 1 мм. Но тут местами, конечно, получилось где-то намного больше. Я думаю, что 2 и может быть и больше миллиметра. Поэтому получился вот такой у нас лунный пейзаж. Мне предстоит выровнять плоскости. Напылил он и внутри, где стояла гильза, где были глубокие раковины. Сейчас мне предстоит вначале убрать вот эти места, то есть загладить их ровно, постараться сделать их как можно ровнее. То есть расточка здесь никакая не предусмотрена, размер чистовой, поэтому максимально точно сейчас буду стараться все это дело здесь выровнять.
буду брать лекальную линейку и как будто, ну, пришабривать, что ли, то есть смотреть пятно контакта и максимально ровно здесь все выводить. После этого можно будет уже поставить гильзу и уже равнять каналы как бы вместе с гильзами, чтобы все было ровно, так же, как у нас было первоначально. Итак, ребята, значит, что у нас показала опрессовка? Вот эта правая сторона, она у нас не сифонит. То есть вся вот эта правая часть, ни одного пузыря у нас не появилось. Это отлично. Но левая сторона у нас сифонит. Сейчас я вам покажу. Пузыри надуваются. Вот когда посильнее давление качаешь, вот в этом месте надуваются пузыри. Также они надуваются и вот здесь. И есть еще один косяк. Эти пузыри надуваются там, где у нас стоит гильза. Через эти отверстия внутри есть поры, которые выходят прямо под гильзу. Ну, в общем, смысл в чем? Пузыри идут. Пузыри у нас идут и вот здесь, и сюда, но снаружи не идут. Я проверял, то есть снаружи цилиндра, возможно, есть оксидная пленка или еще что-то, то есть на улицу воздух не выходит. То есть единственное, что я сейчас могу сделать, это поставить сюда алюминиевую 2 мм прокладку, намазать ее герметиком, чтобы отсюда у нас воздух не подсасывало. Сюда я ставлю в отверстие шпилек, загоняю трубки, я уже нашел.
Здесь отверстие 9 мм. Я нашел трубки 9 мм, тонкостенные, из нержавейки, и шпилька хорошо в них проходит. То есть я сюда загоняю на герметик трубку и таким образом герметизирую полностью этот канал. То есть подсос идет у нас через него. То есть закрывая все эти полости, получается, что подсос воздуха мы полностью перекрываем. Также здесь будет стоять тоже хорошая большая прокладка. И обязательно надо будет собирать ее на герметик, все промазывая. Я думаю, что все будет нормально. Ну вот видите, как напыление очень хорошо себя показало. Здесь, кстати, пошли пузыри, потому что по ходу дела я перестарался. И все-таки напыление это как раз вот в этом месте, где пузыри, снял. Потому что видно, что отличается металл по цвету. Ну все, двигаемся дальше. И вот теперь, ребят, почему я все это рассказываю. Будьте очень внимательны, когда вы что-то делаете с цилиндром. Потому что все эти свищи, это получается, что все, что здесь пузыри надувается, это все идет через шпильки, которые соединяются с атмосферой. И через эти вот микропоры, если через них сейчас я продавливаю воздух, значит 100% через них будет подсос воздуха. И такой мотор будет практически невозможно настроить. Он будет постоянно беднить, и вы не сможете понять и не сможете абсолютно настроить карбюратор, потому что бедноту эту вы просто никуда не уберете. И постоянно у вас будет идти подсос воздуха. Так что имейте в виду, вот такая вот ерунда случается. Совершенно случайно наткнулся и даже не мог себе представить, что такое бывает. Видимо, была вот какая-то партия бракованная, и возможно вот эта бракованная партия, она и лежала на складе, никому не нужная. А потом, через много лет, она благополучно, когда все это дело бомбилось, растаскивалось, пошла в продажу как хорошая, как запчасти со склада. Поэтому очень внимательно смотрите и очень внимательно проверяйте. Все, ребят, надеюсь, что видео было вам полезно. Благодарю за просмотр. Все, до новых встреч, пока.